Hi everyone, с вами Ева Лорман, и сегодня я протестирую и покажу вам, как придать объем волосам. Итак, let's go, друзья! И начнем с первого способа. Это самый простой способ. Я уверена, вы с ним все знакомы. Помыли голову, нанесли укладочное средство. Укладочное средство наносим именно на корни. Расчесываем волосы и сушим просто феном. Переворачиваем голову вниз и сушим волосы против роста волос. Этот бардак на голове, конечно, не всем может понравиться. И после такой сушки, конечно же, нужно поработать круглой расческой. В общем, ничего, конечно, но лично для меня всегда проблемная зона – это макушка. Я уверена, что у вас эта зона тоже проблемная. Как такового объема здесь нет. Есть намек на него. Имея вот здесь объем, все время его не хватает на макушке. Поэтому этот способ, он приведет только вот к такому эффекту. Да, вроде бы волос и приподнимается, но не так, как нужно, и не там, где нужно. Особенно это видно, если вот так расчесать. Вот она, вот я вот так вот чуть помахала волосами, и мы видим, как этот объем начинает плавно превращаться в отсутствие объема. То есть, можно сказать вот так. Нам вот здесь нужно вот так, а в итоге через 10 минут после сушки мы видим вот так. Ответ на вопрос, можно ли придать объем вот таким способом, который я сейчас вам продемонстрировала. Выводы сделаете сами. Итак, какие плюсы у этого способа? Плюсы, несомненные, есть. С этим может справиться любой пользователь фена, потому что здесь особых усилий прилагать не надо. Просто переверни голову вниз и суши против роста волос. Пушистость волосам мы придадим, особенно вот в этих местах. А по истечении какого-то времени, вы даже сами видите, что совсем небольшого, минут 10 проходит, и мы видим вот этот блин на макушке. Еще один плюс этого метода. Таким способом можно пользоваться после каждого мытья головы. Никаких особых травм волосу мы не наносим. Минусы. Короткие волосы таким способом лучше не сушить, потому что это будет нечто на голове. И еще один минус. Объем, как видите, долго не держится. Следующий способ. Я намочила корни и испытываем следующий способ, который называется с применением расчески бомбаж. Вот такая двойная расческа. Это для очень коротких волос, это для более длинных волос. Но у меня волосы более длинные, поэтому я буду сейчас применять эту расческу, которая работает вот таким образом. Выбираем одну из сторон расчески, прикладываем к голове и по голове поднимаем расческу вверх, приподнимаем волосы. И струя воздуха фена должна быть направлена вот в это место. Не на кожу головы, а именно на расческу вот в это место. И что мы будем получать? Мы будем получать вот такой объем теоретически. Попробуем, как это выглядит на практике. Если
нам нужен объем и в теменной зоне, мы и ее сушим назад. Так, посмотрим на это в естественном падении. И мы увидим, что объемчик добавился. Немножко, но добавился. По сравнению с предыдущей укладкой мы видим вот здесь небольшой объем есть. Итак, подытожим, какие у нас плюсы и минусы именно этого способа. Первый плюс. То, что этим способом можно пользоваться после каждого мытья головы. Второй плюс – объемчика больше. А теперь давайте поговорим о минусах. Минус в том, что с этой расческой, на первый взгляд, никакущий, справляется далеко не каждый человек. Даже ученики на практике и то не могут с этой расческой работать. Они ее всячески запутывают в волосах, потому что у нее зубчики и с одной, и с другой стороны. И если у тебя нет точного плана, как это все делается, то клубок волос на расческе обеспечен. Вот это, наверное, ее минус. Хотя именно этой расческой в салонах всегда придают волосам прикорневой объем. То есть с этой расчески начинается любая сушка. Давайте посмотрим теперь, что у нас остается после 15-20 минут, когда волосы уже остыли. Что они делают? Держат ли они вот эту приподнятость, которую мы придаем вот этой расческой? Как видите, держат. И если хорошенько постараться, подольше подержать, то, в общем-то, мы получим тот объем, о котором мы мечтаем. И на затылке он есть. И если, например, зафиксировать вот такую укладку лаком, в общем-то, объем продержится достаточно долго. Хотелось бы поподробнее остановиться на вот этой расческе. Это вообще волшебная расческа, с которой начинается любая укладка в салоне красоты. То есть без этой расчески очень сложно придать объем волосам, если вы, конечно, не собираетесь пользоваться другими способами, о которых мы поговорим дальше. Такую расческу я рекомендую людям, у кого средние и короткие волосы. Она идеально поднимает от корня волос. Единственное то, что нельзя сушить не на расческу, а на корни. Обязательно нужно попадать феном вот в это место, потому что, если присмотреться, вот это место самое главное для нас. Оно должно быть преломлено. И волос, когда вот так торчит, он, естественно, держит объем. Она идеальна для средних и коротких волос. Рекомендую всем эту расческу приобрести, потому что без нее просто вот этой расческой мы не можем придать объем. Единственное, что я знаю, что многие вот таким образом еще пользуются. Этой расческой сначала придаем объем, а потом ей уже вытягиваем волосы. Но у нее есть небольшой минус. За счет длины зубчиков получается вот такой заломчик, вот такой острый. И когда мы его распускаем, он чуть-чуть вверх уходит и резко идет вниз. А вот эта расческа, за счет того, что у нее вот здесь длина зубчиков большая, она позволяет объем создавать прикорневой с такой дугой, круглый, овальный. Вот таким образом можно ею поработать. И мы получим объем. Ну а мы едем дальше. Опять намочила волосы и делаем следующий тест. Диффузор. Это насадка на фен. Некоторые думают, что это вообще космический корабль. В общем, мало кто знает, что этой насадкой можно придать объем волосам. И сейчас мы попробуем это сделать. У меня профессиональный фен и профессиональная насадка. Эти насадки могут быть и непрофессиональными. Максимально надо его одеть. Эти насадки могут идти в комплекте с обычными фенами, с фенами, которые продаются в масс-маркетах. У нее вот такие вот зубчики. Насадка сама пластиковая.
с такими дырочками. И эти зубчики не шевелятся. Как многие думают, что вот эти зубчики должны вот так шевелиться. Нет, они не шевелятся, они замечательно прикреплены. То есть они вообще не движутся. Смотрите, что можно сделать. Ставим насадку. Мы должны 2-3 раза вот таких оборота сделать, чтобы волосы немножко вглубь туда попали. И включаем горячий воздух, насколько мы можем терпеть. Когда начинается сушка, мы можем немножко насадку потянуть назад. Так объем будет больше и, во-вторых, не будет больно. Вот что мы имеем после диффузора. Вот такая у нас получилась укладка, такой объем. Естественно, диффузор распушил все остальные волосы, поэтому после того, как мы поработали диффузором, надо опять вытянуть волосы. Ну вот, что мы получили. По сути, из всех предыдущих объемов этот объем получился более округлый такой. Но не в этом дело, а нам нужно докопаться до истины. Так, раскидываю на 2 части. Это тоже для чистоты эксперимента. Единственное, в диффузоре, если мы придаем объем диффузором, вот в этом месте волос становится неровным, непрямым. После диффузора нужно обязательно будет вытянуть это место на расческу. В принципе, как и все остальные варианты, тоже расческой нужно будет заканчивать. Какие плюсы у диффузора? Можно пользоваться после каждого мытья головы. Второй плюс – это практически отсутствие травмы волос. Минусы в том, что далеко не все могут укладывать именно таким способом. Первое, далеко не у всех есть такое устройство – диффузор, потому что это профессиональная насадка на непрофессиональных фенах. Я не знаю, насколько часто встречается в наборе такая насадка. В общем, недоступность – это минус. И еще один способ, как придать прикорневой объем волосам, это, конечно же, утюжок. Гофре. Но что хочется наперед сказать, для того, чтобы объем был, зубчики не должны быть мелкие. Прикорневой объем делается обязательно на сухие волосы, которые надо предварительно обработать средством. Ну вот такой эффект мы получаем. Можно волосы вытянуть, придать им правильное направление. Я уже этого делать не буду. Но эффект, конечно, налицо. Объем присутствует, причем во всех местах. И сюда. И наша тест-прическа, это волосы на 2 стороны. И мы видим, какой результат получили мы после. Вот такой результат. Теперь поговорим о плюсах и минусах. Плюс — это однозначно большой объем волос, то есть волос в 3 раза больше. Долго держится этот объем до следующего мытья головы. Но есть один большой минус. Вот таким способом поднимать волосы от корня не рекомендуется каждый раз после мытья головы. Больше можно сказать, что таким способом нужно пользоваться в экстренных или в каких-то особенных случаях, потому как термическая обработка ведет к обламыванию волос. Если постоянно пользоваться этим способом, то волосы начнут со временем обламываться. Особенно если вы осветляли волосы или они у вас чем-то были испорчены. Поэтому плюсы есть, минусы тоже. У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. В этом ролике мы увидели, какие эффекты мы получим от разных способов создания объема. На этом все. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео.
лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.